На Земле есть двери, которые не откроют вам ни за $1 000 000, ни за миллиард. И дело совсем не в деньгах. За одними дверями вас могут застрелить. За другими вас арестуют сразу после того, как вы переступите порог. За третьими вас может убить существо, которое весит меньше килограмма. А за четвертыми вы сами, просто войдя внутрь, можете уничтожить то, что скрывалось от людей дольше, чем существует любая современная страна. Сегодня мы подойдем к 7 таким дверям, и почти за каждой из них окажется совсем не то, что вы ожидали. Начнем не с самой известной. Начнем с самой странной двери. Есть место, где главную опасность представляет не человек и не оружие. Здесь убивает змея, и ей может хватить всего нескольких минут. У берегов Бразилии, недалеко от штата Сан-Паулу, находится небольшой остров. Его официальное название — Илья-да-Кеймада-Гранди, но почти все знают его под другим именем — Змеиный остров. Площадь острова чуть больше 1 квадратного километра, и на этом небольшом участке живут от 2 до 4 тысяч ядовитых змей. Но опасность не только в их количестве. Здесь живет островной батропс, которого еще называют золотистой гадюкой. Его яд примерно в 5 раз сильнее, чем у ближайших материковых родственников. Он быстро разрушает ткани, вызывает сильнейшее внутреннее кровотечение, поражает почки и другие органы. Без противоядия человек может погибнуть меньше, чем за час. Последним человеком, который постоянно жил на острове, был смотритель маяка. Сегодня власти Бразилии полностью запретили посещение острова. За попытку высадиться можно попасть в тюрьму. Исключения делают только для ученых, которые изучают змей. Но даже они выходят на берег только вместе с врачом и запасом противоядия. Каждая такая экспедиция считается одной из самых опасных в мире. Теперь перенесемся на другую сторону планеты, в Индийский океан. Здесь опасность уже совсем другая. Здесь могут убить люди, которые даже не знают, что существует современный мир. Северный Сентинельский остров входит в состав Андаманских островов и принадлежит Индии. По площади он примерно такой же, как Манхэттен. Здесь живет племя сентинельцев, одно из последних племен на Земле, которое до сих пор не поддерживает никаких контактов с внешним миром. Ученые считают, что их предки живут на этом острове уже от 30 до 60 тысяч лет. Они не знают других языков, не знают, что существуют другие государства. Скорее всего, они даже не представляют, насколько огромен мир за пределами их острова. Зато они отлично знают, как защитить свою территорию. Любого, кто приближается к берегу, они встречают стрелами. В 2006 году течение принесло к острову лодку с 2 рыбаками. Оба погибли. В 2018-м молодой американский миссионер Джон Аллен Чау решил, что сможет обратить сентинельцев в христианство. Он тайно добрался до острова и вышел на берег. Его убили в первый же день. Тело так и осталось на острове. Но дальше происходит нечто совсем неожиданное. После разрушительного цунами 2004 года власти Индии отправили к острову вертолет. Нужно было понять, выжили ли жители. Ответ пришел сразу. Вертолет встретили стрелами. После этого вокруг острова установили запретную зону радиусом 5 морских миль. Приближаться сюда запрещено. Но этот запрет существует вовсе не для того, чтобы защитить людей от сентинельцев. Он нужен, чтобы защитить сентинельцев от людей. У жителей острова нет иммунитета к большинству болезней, которые для нас давно стали обычными. Простуда, грипп или любая другая инфекция могут уничтожить все племя всего за несколько недель. В XIX веке британцы захватили нескольких представителей соседнего андаманского племени и увезли их с островов. Взрослые почти сразу умерли от болезней, с которыми раньше никогда не сталкивались. Детей вернули домой, но вместе с ними вернулись и новые инфекции. Для местных жителей это обернулось настоящей катастрофой. Позже похожая история повторялась снова и снова. Практически каждый первый контакт изолированных племен с внешним миром заканчивался эпидемиями, которые уничтожали от трети до почти всего населения. Есть у этой истории и еще одна сторона. Соседние андаманские племена, такие как Джарава и Онге, после контакта с внешним миром резко сократились в численности. Сегодня их осталось всего несколько сотен человек, а сентинельцы сохранились потому, что на протяжении тысячелетий не подпускали к себе никого. Это люди, которые сохранили образ жизни, очень похожий на тот,
которым человечество жило десятки тысяч лет назад. Норвегия. Архипелаг Шпицберген. Почти 1000 километров до Северного полюса. Ледяная пустыня, где почти ничего не растет и почти никто не живет. И вдруг прямо из скалы выступает бетонный вход с длинной светящейся полосой. Со стороны кажется, будто это вход в секретный подземный комплекс. На самом деле это всемирное хранилище семян. Его часто называют хранилищем судного дня. И это название появилось не случайно. За массивной дверью начинается тоннель длиной около 120 метров. Он уходит глубоко внутрь горы. В конце находятся 3 камеры, где постоянно поддерживается температура минус 18 градусов. Здесь хранится больше миллиона образцов семян со всего мира. Пшеница из Сирии, кукуруза из Мексики, картофель из Перу. Почти каждая сельскохозяйственная культура, от которой сегодня зависит человечество, имеет здесь свою резервную копию. Но зачем хранить столько семян? Представьте, что война, эпидемия, извержение супервулкана или крупная природная катастрофа уничтожили урожай целой страны. Вместе с полями исчезают и редкие сорта растений, которые люди выводили сотни и даже тысячи лет. Если резервной копии нет, вернуть их уже невозможно. Для этого и существует это хранилище. В 2015 году, во время гражданской войны в Сирии, был уничтожен один из крупнейших банков семян на Ближнем Востоке. Тогда впервые в истории сотрудники обратились к хранилищу на Шпицбергене. Оно выдало резервные образцы. Благодаря им коллекцию удалось восстановить уже в Марокко и Ливане. В тот момент стало понятно, что это не символический проект и не красивый памятник на случай конца света. Это система, которая действительно работает. Но почему туда не пускают посторонних? Внутрь допускают только технических специалистов и только в те дни, когда нужно принять новую партию семян или выдать уже существующие образцы. Туристов не пускают. Журналистов тоже. Даже большинство ученых никогда не заходят в сами камеры хранения. Причина очень простая. Один человек может случайно принести с собой плесень, бактерии или споры грибков. Этого достаточно, чтобы поставить под угрозу коллекцию, которую собирали десятки лет. И вот что еще в нем продумано. Хранилище специально построили так, чтобы оно продолжало работать даже без людей. Если полностью отключится электричество, вечная мерзлота вокруг горы еще очень долго будет сохранять внутри отрицательную температуру. То есть даже если обслуживать комплекс станет некому, его содержимое все равно останется в безопасности. До этого все выглядело вполне логично. А теперь мы переходим к месту, вокруг которого выросло больше легенд, чем вокруг любого другого объекта на Земле. Пустыня Невада, США. Посреди пустыни находится огромный военный полигон площадью около 26 тысяч квадратных километров. Но весь мир знает это место под другим названием. Зона 51. Вся территория окружена камерами, датчиками движения и вооруженной охраной. На предупреждающих знаках прямо написано, что охрана имеет право применять смертельную силу. Воздушное пространство над базой полностью закрыто. Попытка проникнуть внутрь почти наверняка закончится арестом. Много лет американское правительство вообще не признавало существование этой базы. Только в 2013 году после публикации рассекреченных документов ЦРУ официально подтвердило, что объект действительно существует, и здесь испытывали секретную авиационную технику. Здесь испытывали самолет-разведчик Ю-2, который поднимался на высоту больше 20 километров. Здесь впервые поднялся в воздух первый самолет, специально созданный так, чтобы его почти не видели радары. Для своего времени каждая из этих машин выглядела настолько необычно, что люди, случайно замечавшие их в небе, были уверены, что увидели НЛО. Отсюда и выросла большая часть легенд о Зоне 51. Но есть еще одна версия, которая звучит не менее интересно. Некоторые исследователи считают, что власти специально не спешили опровергать рассказы об инопланетянах. Пока люди обсуждают летающие тарелки и пришельцев, никто не обращает внимания на настоящие секретные разработки. В 2019 году в интернете появилась шутка. Кто-то предложил всем вместе устроить штурм зоны 51. Больше 2 миллионов человек отметили, что готовы прийти. Автор позже признался, что придумал все ради смеха и совсем не ожидал такой реакции. В назначенный день к воротам базы действительно приехали люди. Правда, не миллионы, а всего несколько десятков.
Они сделали фотографии рядом с предупреждающими знаками и спокойно разошлись. От военной тайны переходим к тайне совсем другого рода. Здесь нет вооруженной охраны, смертельно опасных животных или секретных лабораторий. Здесь главное оружие — информация. Ватикан. Апостольский архив. До 2019 года он официально назывался Секретным архивом Ватикана, и это название десятилетиями подпитывало бесконечные слухи и легенды. Внутри находится около 85 километров архивных полок с документами, которые охватывают сотни лет мировой истории. Здесь хранятся личные бумаги римских пап, начиная с 15 столетия, переписка с королями, императорами и президентами, финансовые документы, дипломатические отчеты и материалы самых известных церковных процессов. Материалы суда над Галилеем и прошение английского короля Генриха VIII о расторжении брака, того самого отказа, который в итоге привел к разрыву Англии с католической церковью. Почти 250 лет попасть сюда не мог никто, кроме сотрудников Ватикана. Только в 1881 папа Лев XIII впервые разрешил работать в архиве небольшой группе историков. Но и сегодня попасть туда крайне сложно. Даже исследователи не могут просто ходить между полками и просматривать документы. Чтобы получить доступ, нужно заранее знать, какой именно документ вы ищете, и заказать его по каталогу. Поэтому вокруг архива появилось огромное количество легенд. Одни уверены, что здесь скрывают утраченные Евангелия. Другие говорят о доказательствах существования внеземных цивилизаций. Третьи убеждены, что в архиве лежат документы, которые способны полностью изменить наше представление о мировой истории. Историки, работавшие здесь, признаются, что найти нужную информацию бывает невероятно трудно просто из-за масштабов архива. Многие документы остаются неизученными вовсе не потому, что их специально скрывают, их просто еще не успели разобрать. В Ватикане физически не хватает специалистов, чтобы полностью описать и внести в каталог десятки километров архивных материалов. И это делает апостольский архив таким загадочным. Возможно, самый интересный документ этого архива до сих пор просто никто не открывал. Юго-запад Франции. Пещера Ласка. На ее стенах сохранились одни из самых известных наскальных рисунков в мире. Им около 17 тысяч лет. Их создали люди Верхнего Палеолита, охотники и собиратели, жившие во времена последнего ледникового периода. Стены и потолки покрывают почти 600 рисунков и около 1500 гравировок. Огромные быки, лошади, бизоны, олени, загадочные символы и геометрические знаки. Некоторые изображения достигают нескольких метров в длину. Искусствоведы до сих пор поражаются их точности и выразительности, а некоторые даже сравнивают эти работы с произведениями великих художников XX века. Поразительно, но краски сохранились почти идеально. Внутри пещеры 17 тысяч лет почти ничего не менялось. Температура оставалась постоянной. Влажность тоже. Не было солнечного света, сквозняков и резких перепадов климата. Это и сохранило рисунки до наших дней. Пещеру нашли 12 сентября 1940 года. По самой известной версии, 4 подростков искали свою собаку, которая провалилась в узкую яму. Спустившись вслед за ней, они осветили стены фонарем и увидели изображения, которые позже назовут одним из величайших археологических открытий XX века. Через несколько лет пещеру открыли для посетителей. Всего за 15 лет сюда пришли сотни тысяч человек. Тысячи людей ежедневно выдыхали углекислый газ, приносили тепло и влагу. Климат, который оставался неизменным 17 тысяч лет, начал быстро меняться. На стенах появились водоросли и плесень. Затем образовались белые кристаллические налеты. Позже начали распространяться черные грибки, постепенно разрушавшие поверхность древних рисунков. В 1963 году стало ясно, что если ничего не изменить, человечество собственными руками уничтожит одно из величайших произведений доисторического искусства. Пещеру закрыли. Для посетителей построили точную копию пещеры. Большинство туристов никогда не видят оригинал. Они смотрят на его копию, потому что настоящий памятник теперь слишком хрупок, чтобы принимать людей. 17 тысяч лет этим рисункам не угрожало почти ничего. А человеку понадобилось всего 15 лет, чтобы поставить их на грань исчезновения. Китай. О терракотовой армии первого императора Цинь-Шихуанди слышали почти все. 8 тысяч глиняных воинов в полный рост,
сотни лошадей, колесницы и настоящее оружие. Но есть одна деталь, о которой говорят гораздо реже. Эти 8000 воинов. Вовсе не гробница. Это ее охрана. Все они стоят снаружи, лицом к возможному врагу. А сам император до сих пор покоится под огромным курганом высотой около 80 метров. Его подземный дворец остается запечатанным больше 2000 лет. Что находится внутри, мы знаем только из древнего описания историка Сыма Цяня, который жил примерно через 100 лет после смерти императора. По его словам, потолок дворца изображает ночное небо. Созвездия выложены жемчугом и драгоценными камнями. Под ногами находится карта всей Китайской империи, а реки и моря сделаны из жидкой ртути, которая движется по специальным каналам. Входы защищают самострелы, заранее заряженные и готовые выстрелить в любого, кто попытается проникнуть внутрь. Долгое время все это считали красивой легендой. Но потом ученые исследовали курган современными приборами и обнаружили то, чего никто не ожидал. Концентрация ртути в почве над гробницей оказалась в десятки раз выше обычной. Настолько высокой, что многие исследователи считают, древние тексты могли говорить правду. Под курганом действительно могут находиться огромные объемы ртути. Почему гробницу до сих пор не открыли? Ответ совсем не похож на сюжет приключенческого фильма. Дело не в проклятиях и не в древних ловушках. Причина гораздо серьезнее. Когда в 70-х годах археологи раскопали терракотовых воинов, оказалось, что изначально они были ярко раскрашены. Красные, синие, зеленые, фиолетовые. Но стоило фигуркам оказаться на воздухе, как краска начала исчезать буквально на глазах. Поэтому сегодня большинство воинов кажутся серыми. Теперь представьте, что внутри самой гробницы могут находиться расписанные стены, древние ткани, лакированное дерево, свитки и предметы, которые пролежали без доступа воздуха все эти столетия. Если открыть гробницу сейчас, значительная часть этих вещей может погибнуть буквально в первые часы после вскрытия. Есть и еще одна проблема. Если внутри действительно находятся большие объемы ртути, то ее пары могут представлять смертельную опасность для людей, работающих под землей. Поэтому Китай принял необычное решение – не открывать гробницу, пока не появятся технологии, которые позволят исследовать ее, не разрушая все, что сохранилось внутри. Возможно, это произойдет через 20 лет, возможно, через 50. А может быть, исследовать ее будут роботы, которые смогут работать в замкнутом пространстве и не нарушат древний микроклимат. Гробница простояла запечатанной больше 2000 лет. И если однажды ее все-таки откроют, это вполне может стать самым важным археологическим открытием нашего времени. И чем дольше смотришь на все эти истории, тем яснее становится одна простая мысль. Наверное, не каждую загадку нужно разгадывать сразу. Иногда самое правильное решение — подождать, пока мы действительно будем готовы сделать это, ничего не разрушив. А теперь напишите в комментариях, за какую из этих 7 дверей вы сами хотели бы заглянуть хотя бы на несколько минут. Что кажется вам самым загадочным Змеиный остров, закрытый архив Ватикана, гробница первого китайского императора или, может быть, какое-то другое место из сегодняшнего выпуска? Нам очень интересно узнать ваше мнение, потому что ваши комментарии часто помогают выбрать тему следующего большого расследования. Подписывайтесь на канал. На нашей планете еще осталось немало мест, куда людям вход запрещен, и многие из них скрывают истории, которые оказываются намного удивительнее любой фантастики.